Зимнее утро окутало город Глазго серым туманом. Снег падал тихо, словно время замедлилось. В старом здании суда горел холодный свет ламп. В зале номер 4 собирались люди, молчаливые, напряженные, уставшие. У окна сидела пожилая женщина, Эмма Робертсон, 79 лет. Морщины на лице рассказывали о долгой жизни. Рядом с ней 9-летняя девочка по имени Лили. Она держала бабушку за руку и старалась не показывать волнения. Напротив сидел мужчина, Майкл Уилсон, отец Лили. Рядом с ним адвокат Сара Миллер в строгом костюме. Майкл не видел дочь почти 3 года. После гибели жены он уехал работать в Нортумберленд. Много пил, пропал из ее жизни. Тогда Эмма забрала внучку к себе, в старый дом на окраине Манчестера. Там Лили научилась читать, помогала в саду, кормила рыжего кота по кличке Ред. Там она чувствовала себя в безопасности. Теперь Майкл вернулся. Он бросил пить, нашел работу, снял квартиру и подал в суд. Он хотел забрать дочь. Судья Хелен Браун, женщина с 20-летним стажем, внимательно слушала стороны. Адвокат говорил о правах отца, о стабильности, о будущем ребенка. Представитель опеки поддержал его позицию. Эмма сидела молча. Когда ей дали слово, она встала, опираясь на трость. «Ваша честь, я не спорю, что он отец. Но эти годы Лили была со мной. Я лечила ее, утешала, учила жить. Она — все, что у меня осталось». В зале повисла тишина. И вдруг поднялась Лили. «Можно мне сказать?» — тихо спросила она. Судья кивнула. Девочка вышла вперед. «Когда я болела, бабушка не спала 3 ночи. Ей было плохо, но она все равно сидела рядом. Она пела мне песню, которую пела маме. А потом я слышала, как она плакала и боялась, что не справится». Лили посмотрела на отца. «Бабушка никогда не говорила о тебе плохо. Она говорила, что ты просто был несчастным». Потом девочка снова повернулась к судье. «Я знаю, что у папы хорошая квартира, но мой дом там, где пахнет пирогами, где мы читаем на веранде, где мне не страшно. Я хочу, чтобы папа был рядом, но чтобы бабушка не осталась одна». Майкл опустил голову, потом подошел к дочери и опустился на колени. «Прости меня, я думал, что семья — это стены, а теперь понимаю, семья — это люди. Ты права». Он посмотрел на Эмму. «Спасибо вам, вы спасли мою дочь». Через 20 минут судья огласила решение. Опека остается за бабушкой. Отец получает право свободных встреч и обязан помогать семье. Весной дом Эммы преобразился. Майкл починил крышу, привез дрова, стал приходить каждую неделю. Лили снова смеялась во дворе. В саду расцветали цветы. А в кабинете судьи Хелен Браун появилась фотография. Бабушка, отец и девочка, обнявшись у старого дома. Иногда справедливость рождается не в бумагах. Иногда в голосе ребенка, который говорит от сердца.